Первый день. Заброска. На Норильск такой суровый. Ожидание похода. Встречи с группой, встречи с инструкторами, сборы. Когда сюда ехала, думала, ну, за полярным кругом все, здесь ничего нет. Мне представлялось, видимо, я не знаю, горы льда, вечная мерзлота. Я ни о чем не думала, что здесь будет. И, наконец, мы приехали к лодке, загрузились и идем. Интересно, правда, кругом туман. У меня как таковых ожиданий не было. Хотелось отдохнуть. У меня было, на самом деле, много страхов. Ожидания, наверное, больше всего ожиданий было от того, что мы увидим, и ожидания от того, какая будет группа. Первой ко мне вышла Наташка. Мы встретились, обнялись, и тут приходит Ваня и такой, а меня также крепко обнять. И я понял, что с этими ребятами будет душевно, тепло и спокойно. С видами как-то в первый вечер не очень получилось. Был туман, была гарь с Якутии. И поэтому стало понятно только потом, в каком красивом месте мы находимся. Я боялась, что из-за дыма мы ничего не увидим. И когда мы первый день, была выброска, и мы сели в «Волшебник», и все было в дыму, я не могла никак избавиться от чувства, что вот с этим дымом мы будем всю дорогу, когда все было белое, и ты вообще не понимаешь, горы — это вода, где начинается вода, заканчивается, да, где гора. Это было очень, в общем, и классно одновременно, и страшно, и как-то даже неприятно. Доходим до стоянки. Наш первый вечер вместе. Очень круто. С группой было очень интересно познакомиться. Все оказались очень разные. В первый вечер рассказывали, кто чем занимается. Очень хотела познакомиться со всей группой и все ждала вечера первого дня, чтобы, значит, со всеми познакомиться, понять, кто, чего, откуда, с какими пришел, в общем, мотивами. Если взять какой-то день, когда я впервые увидела горы, рассеялся смог,
которое сюда принесло с горящего Ямала, я увидела горы, за которыми я сюда ехала. Это ты в магазин сходил, да? Ну не так, переверни ее. На следующий день, да, или через день дым рассеялся, и наконец увидели горы, и мы идем по ламе, я понимаю, что вот мы здесь уже шли на волшебники, а ничего не было видно, а вот мы идем, и там стоят огромные вот эти вот, ну не скалы, да, вот эти горы. Это было удивительно и прям очень меня поразило. На самом деле впервые, да, потому что знакомство с байдаркой было давно-давно, а сейчас такой же реинкарнация, и байдарка другая. И условия мы оказались, другие. да, и мы изменились неожиданно, да. За этой года. Мы были такие уверенные в себе, что нам ничего ни почем, а выяснилось, что байдарка нам не по зубам пока. И слушаться она не хотела, и сами между собой тоже никак не могли найти общий язык поначалу особенно. Но потихонечку притерлись и к байдарке, и друг к другу. Я даже сказала Валерке, надо было сначала на байдарке сходить, прежде чем мы с тобой расписались этой зимой. Расписались, в смысле, да. Ну, Зашли в ЗАГС. оформили отношения, да. Слушай, давай. Такой красивый, таких красивых гор, такой красивый природы. Только я теперь не знаю, как эти свечки задуть. Здравствуйте. Общее впечатление у меня колоссальное. Я впервые вообще вышел в поход за много-много лет. Ни разу не был. Ни разу не плавал на байдарках. Для меня вот эти просторы, эти горы, эта вода просто шок. Мне это очень понравилось. Не знаю, получится у меня еще или не получится, но для меня это было очень приятно. Какой денек не запомнился? Да они все, в общем-то, запомнились. И когда дождики, и ветра, и когда мы ночью шли, и даже когда мы изображали медного всадника на реке. Просто все было. Для меня впервые неожиданно. Я ничего не понимал. Но теперь буду что-то знать и понимать. Алло, говори. Ну, говори, алло. Алло, а? Она забыла, как это делается. Привет, Саню. Ой, у меня день рождения на обалденном, не знаю, озере. Очень красиво здесь. Когда уже разложен лагерь, мы поужинали, сидим, неспешно общаемся, уже познакомились. Ребята берут музыкальные инструменты в руки и начинают петь душевно, с огоньком, песни под гитару. Это было настолько тепло, настолько классно, что я понял, что я нахожусь в раю. Я греюсь у костра, я попиваю чаек, и что мне больше от жизни ничего не надо. Я имею все, чего я хочу. Про рыбалку. Вот про рыбалку что могу сказать? Ничего я не поймал. А вот ребята молодцы. Ой, особенно Лена. Удивляла и поражала. Мне хотелось поймать большого крокодила. Ни крокодила, ничего. Ни поклевки, ни чешуйки. Но рыба здесь есть. Вот только что проходил катер. 2 раза он тут крутился. И при мне вытащил 2
кто там они живут? Эти, что за рыбы? Гольцы или... Да, 2 гольцов вот еще. Вот. Так что как-то так. Ой-ой. Каждый год меня неумолимо тянет на север. Наверное, в душе я все-таки мох. Хотя в этой команде меня почему-то называют совой. Может быть, из-за того, что я в таком наряде, или из-за того, что у меня большое пристрастие к утреннему сну. Последние лет 30 я провожу в Заполярье. В этом году нам с Белкой повезло оказаться на Путаранах. Неожиданно вкусно готовили. Я считал, что в походе такая еда будет вся из консервов. А тут такое оказалось разнообразие всяких блюд. И главное для меня блинчики. Я поела красную смородину, малину, чернику, голубику, бруснику, клюкву, морожку, шикшу, 8 ягод. То есть я вообще думала, что здесь этого нет. Когда мы пошли на водопад, пошли не по хайвею, как нам было обещано, а по руслу ручья, забирались по корягам, по мокрым камням, по каким-то отвесным берегам. Ущелье сливается такой с бирюзовой, сочной, холодной водой. Вот, такая прогулочка легенькая, но очень красивая. Даже засняли рыбу внутри маленького ручейка. Водичка, о, вкусная. Это подберезовик. Грибы. Огромное количество грибов, которые... Ну, это вообще что-то. То есть это просто у меня началась какая-то грибная лихорадка, когда ходили на Южный Нералах, и ты идешь, и сколько видно взгляду. Везде эти грибы, подосиновики, это просто... 3 пакета мы набрали, 3 огромных пакета, жалко не было весов, мы их взвесили, не знаю, еще 5 часов, по ощущениям, мы их чистили, просто перед сном мне мерещились эти ножки подосиновиков и руки все черные, которые не отмыть, но это классно. Просто уже не могли остановиться, некоторые тут подначивали все, даже уже потом без ножей их резали. Рыбалка здесь трудовая. Надо весь день троллить, а это на веслах. Ты прошел 15-20 километров, еще потом вечерком на веслах десяточку делаешь, чтобы поймать гольца. Голец! Огромный голец, который запутался в леске. И мы его сейчас совместными усилиями оттуда выпутываем. Скажи, как тебе вообще? Да он чуть удочку не оторвал, меня за борт не вытянуть. Скажу, что большие, серьезные враги, вернее, эти соперники, мы их взяли. Сейчас будем
коптить или жарить. Посмотрим. Чуть лодку не перевернул. Голец рыба хитрая. Клюет не на всю, только на яркие приманки. 3 байдарками его вытаскивали, передавали, распутывали. Очень вкусно. И их солили солью, делали гравлакс и коптили. Хариус рыба еще хитрее. Мы ее можем поймать только на телефон, опустив его в воду, потому что она прячется за большими камнями в ямах на горных речках. Но хитрая, но обмануть можно. Мы ее поймали на крючок, на червя. Искали таймени нету, но гольцов здесь много. Приезжайте. Доброе утро. Да, там еще звери к нам приходили. Типа сои какие-то, птицы прилетали с оранжевыми хвостами красивые. Мышь или как там ее зовут? Хрень такая, ну мышь, не мышь. Лиминги, точно. Лиминги приходили. И зайчик приходил. Почему-то мишки не пришли. Сейчас мы стоим на берегу возле впадающей речки Витаминка. Рядом с этой речкой, рядом с этой стоянкой есть удивительное место. Оно называется турбаза Лама. Ее строили в конце 30-х годов 20 века. И сейчас это санаторий, курорт, в котором собираются самые разные интересные люди. И на данный момент этот санаторий, это здание историческое. Мы шли по озеру Лама и неспешно подходили к притоку озера Капчук. Да, это, кстати, я. Нам предстоял 2-часовой волок байдарок против течения. И после еще 9 километров на веслах до следующей живописной стоянки. В этом походе на самом деле уже стало холоднее, пришла осень. По меркам Средней России здесь уже начало сентября. А мошка потихоньку вымирает, ей становится холодно, печально, и ее стало меньше. Оводы исчезли, оводы не донимали. В прошлой группе у нас оводы — это был главный бич. Комары стали ленивее и сработали на славу отпугивал те ребят, которые были настроены против комаров. Поэтому я могу смело сказать, что в этом походе мошки, комаров и оводов было минимальное количество.
Спасибо, я счастлива. Ладушки, это я вовремя. С кольцом или на кольце? Хорошо, что взяли руль на байдарку, установили его, поэтому шлось просто замечательно, без каких-либо проблем. Вообще не устали ни разу. Было несколько трудных переходов, но это без них никуда. Ребята очень подготовленные. 4 рыбаков-друзей, которые к нам приехали в поход, они приехали с таким количеством снаряжения, что когда я его увидел, у меня возник только один вопрос. А зачем вам мы? У ребят есть и рации, и эхолот для рыбной ловли, и рули для байдарок для комфортной гребли, и отпугивалка комаров, и множество других устройств, которые позволяют им совершенно автономно путешествовать в любое время года, на любой дистанции, на любое расстояние, и это действительно удивительно. Также хотелось бы добавить, что остальные участники нашей группы спортивные, подтянутые, активные и все время жаждут каких-то приключений. Они не хотят сидеть на одном месте, не хотят пилить. Есть возможность куда-то сходить – пойдемте. Есть возможность куда-то поплыть – поплывем. Очень понравилась мне радиалка, которая у нас случайно вышла. Пытались мы зайти на гору на Капчуке. Гора нас не пускала совсем. Как только садились в байдарки, начинался то дождь, то ветер. Чуть ли не снег уже шел. Никуда мы не могли попасть. Решили пешком идти на водопады, до которых мы тоже не дошли. Ломились через лес, строили плотины через ручейки и речки, прыгали по камням, ели под дождем. Было классно. Где твоя тарелка, Вова? Вова, ну кушай!
мы выходили с озера Капчук, пытались выйти, и вот этот дождь сначала лил сутки, потом этот ветер, и всю утро мы ждали, закончится ветер, не закончится, собираться, не собираться. И такое интересное чувство ожидания. Ты смотришь на эту волну и думаешь вообще, как ты по этой волне пойдешь, выгребешь, не выгребешь. И, в общем, такое интересное ожидание было. И в волну пошли, я получила такое удовольствие, когда ты сидишь и получается грести, и это так классно, и когда весло слушается, и по этим волнам на Капчуке мы, значит, сквозь ветер, прям такой вот настоящий север, преодоление, это было классно. И шли поздно, потому что вышли в 7, самый поздний выход, и пошли по речке Капчук. Как дураки надели каски, чтобы сплавляться по порогам, по обещанным. Значит, Наташа нам долго рассказывала про то, как ведет себя вода, как она огибает камни, про языки и все остальные вещи. А оказалось, что мы как просто дурачки в касках сплавились фактически по ровной реке, которая от дождя наполнилась. Вот. А самое классное вчера было это ночной переход, когда, по сути, ты ничего не видишь, ты идешь просто на какие-то метки, не знаю, в пространстве, и эта волна, какая-то такая очень добрая, мягкая, хорошая волна, которая качала. И знаю, что многим вчера страшно было и как-то некомфортно. Я получила удовольствие. Вот, мне кажется, это прям такой был хороший запал. Устала жутко, вся промокла, продрогла, но было прям классно. Это настолько необычно было, когда мы вышли, прошли пороги ночи. Для меня это вообще ураган, потому что я плохо тоже вижу ночью. Вообще не очень. То есть вот ночью точно плохо вижу. Может быть, это психологическое, конечно. Но мне казалось, я вообще ничего не вижу, но мы прошли все успешно. И когда мы вышли в это практически открытое озеро, и это такая волна была, и ночь, и вообще красота. Да. А потом мы пришли на место стоянки, тут уже были проблемы ставить лагерь, потому что, это не важно. Главное, вот этот последний проход ночной очень запомнился. Поутру к нашему лагерю причалил катер с новоиспеченными туристами. Большинство из туристов интересовала только рыбалка, поэтому Маша их заманивала на речку Микчинда большими рыбами невиданных размеров. Валера и Ира, недолго думая, махнули с туристами по второму кругу, незаметно прихватив с собой Ванины снасти для больших рыбов. Мне, по крайней мере, очень понравились радиалки, очень понравились. И все каждая до одной, даже так, где мы никуда не дошли, кроме как дошли до реки, которую не смогли преодолеть. Вот когда мы ходили с Антоном, с Катей и с Олей. Очень понравились все радиалки. После таких возвращаешься, прямо чувствуешь, что мы все становимся все больше командой. Традиционный процесс мытья посуды. Люблю это дело. Мы что,
байдарок. От клапанов стороны. Давайте в сторону поставим ее. Могу со спокойной душой смело сказать, что отдохнул с этой группой, постарался отдать максимум, что я мог, и дать людям насладиться этим путешествием. И надеюсь, что их ожидания от похода смогли оправдаться. Каждый участник, который приехал к нам, остался счастливым, довольным, целым и невредимым. Глядя на лица людей в последний день, что они действительно счастливы и довольны. Надеюсь, что я была полезной для команды. С моей легкой руки группа освоила такие термины, как «матявочка», «гламурщина и гомосятина», «пристеночное кипение». Мне было хорошо и комфортно с этой группой. Надеюсь, что это не последние путараны в моей жизни. Спасибо. Ну, как-то вот так. Попробуйте, кто еще ни разу не был. Будет хорошо. Спасибо. Спасибо Да всем, всем, кто всем, готовил, всем, да. да. Володе, Лене, Ване, Маше, Оле, Кате, Тане, Саше, Наташе и Антону. Всем спасибо. Да, спасибо. Что ты пристал, Володя? Я в телефоне уже, в телефоне, все. Москва, все. Как видно.